благопристойно завуалированное ню и картины на библейские темы художника Герберта Густава Шмальца. Годы жизни 1856-1935. Английский художник-прерафаэлит. Не столь известен и знаменит, как Милли и Данте Габриэль Россетти, но его творчество как минимум интересно и в полной мере отражает все особенности работ прерафаэлитов с их декоративностью, отсылками к каким-либо историческим событиям, знаковым литературным произведениям и английским балладам. Как и все прерафаэлиты, Шмальц большое внимание уделял реалистичности, уйдя от академической условности и обезличенности. Он пытался реконструировать исторические события, связанные с гонениями первых христиан, и написал целый цикл картин, посвященных этой теме. Впрочем, красота и эстетика для художника все равно были на первом месте, потому и получился несколько огламуренный взгляд на события тех лет. Однако картины художника вполне отвечали запросам зрителей того времени. Художественные отражения событий Нового Завета в викторианской Англии были в большом почете. Так-то выбор тем оказался вполне логичен, а популярность и новаторство картин первых прерафаэлитов породили множество подражателей. Родом Шмальц из английского города Ньюкасла. Его отец был немцем, а мать англичанкой. Отсюда и типично немецкие имя и фамилия. Шмальц получил хорошее художественное образование, окончил художественную школу в Кенсингтоне, Королевскую академию искусств в Лондоне, а затем поехал в Антверпен, чтобы учиться в местной академии изящных искусств. Академия в Антверпене считалась более прогрессивной, поскольку знакомилась с художественными достижениями немецкой, фламандской и французских школ. Но Шмальц даже в начале 20 века, когда различные авангардисты стали задавать основные тренды в живописи, остался верен традиционному стилю прерафаэлитов с небольшой примесью ориенталистики. После возвращения в Лондон стал писать исторические картины на сюжеты Нового Завета и популярных литературных произведений. Особенный успех получила выставленная им в 1884 году картина «Слишком поздно». Спустя 6 лет в поисках вдохновения Шмальц совершил путешествие в Иерусалим. Вернувшись, он написал одно из главных своих произведений – картину «Возвращение с Голгофы», посвященную событиям после казни Иисуса Христа. На переднем плане изображена тяжело переживающая смерть своего сына Дева Мария. Ее поддерживают святой Иоанн и Мария Магдалена. Чуть поодаль еще две женские фигуры. Наверняка это христиане, которые глубоко расстроены произошедшим. Одна из женщин обернулась назад на затянутое темными тучами небо, символизирующими начало грозных времен и свершение неповторимой катастрофы. Но надежда есть, сквозь тучи пробивается свет, и художник ясно дает понять, что все еще не закончилось. Будет и воскрешение Христа, и распространение христианства в Европе и по всему миру. Христос пожертвовал собой ради спасения человечества, и в наших силах сделать все, чтобы эта жертва не была напрасной. Вот основная мораль картины. На викторианских зрителей она произвела сильное впечатление. Например, критик Джордж Мор писал: «Около картины всегда толпится народ, а одна восторженная дама воскликнула: «Ну почему все остальные художники на выставке пишут какие-то деревья, пейзажи и сцены из обыденной жизни, что я так могу увидеть на улице? Но зачем они мне после того, как душа была возвышена?» Так-то Шмальц хорошо знал, как писать картины, чтобы они понравились зрителям и нашли богатых покупателей. Постепенно Шмальц отошел от влияния прерафаэлитов и стал писать картины в стиле неоклассицизма. Драматические события, изображенные на них, подчеркивались световыми эффектами. Шмальц часто изображал грозовые тучи, намекая на трагичность происходящего. Охотно писал и портреты на заказ, составляющих основной заработок большинства художников в то время, в том числе и знаменитостей, например, актрисы Лили Лэндгри. Но от излюбленных библейских мотивов, принесших ему первую известность, отказываться не собирался. Одна из наиболее впечатляющих картин на эту тему – «Верные до смерти». Там показал сцену расправы на гладиаторской арене. Правда, влияние прерафаэлитов, да и вообще академизм в этой картине чувствуется особенно сильно.
Большинство отправленных на казнь молодые и прекрасные девушки с академическими безупречными телами, лишь на переднем плане изображен юноша. В итоге получилось впечатляющее ню, но в ситуации, к которой не могли бы придраться и самые строгие поборники морали. Для Шмальца это была возможность продать картину подороже, благо на такое благопристойное, завуалированное ню всегда находились покупатели. В 1918 году, расстроенный поражениями Германии в Первой мировой войне и не желая иметь с ней ничего общего, сменил имя на Джон Уилсон Кармайкл. Впрочем, он всегда считал себя английским художником, с детства жил в Англии, дружил с Уильямом Холманом Хантом и Фредериком Лейтоном. Был своим в английской творческой тусовке, даже женился на сестре любимой модели Лейтона, а его картины всегда находили своих покупателей. А что еще нужно художнику для счастливой жизни? Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.